Здравствуйте! Сегодня в гостях у программы «Час пик» лингвист, доктор филологических наук и автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Крангаус. Здравствуйте, Максим Анисимович. Здравствуйте. Я недаром упомянул вашу книгу, я знаю, что она вышла лет 10 назад, но проблема явно осталась. Так можно ли спасти наш великий и могучий, и что ему поможет? Транквилизаторов хватит или пора делать лоботомию? Ну, если отвлечься от медицинских метафор, то главное спасение заключается в том, чтобы его не спасать. Я думаю, что русский язык справляется без нашей помощи лучше, чем с нашей. Хотя, конечно, влиять на язык мы можем, и общество все чаще предпринимает попытки как-то повлиять на язык. Если раньше за этим делом была замечена власть, особенно власть в тоталитарных государствах, то сейчас общество все активнее пытается взять власть над языком. Не только над телеграфами и почтами, но и над языком. И это, кажется, важнее. Вот. Так что я думаю, что ситуация не сильно изменилась, психологически не сильно изменилась. Книга моя вышла в 2007 году, то есть больше 10 лет, и она постоянно переиздается. Но массовое отношение к языку, оно примерно такое же. И оно, можно выразить словами, ужас-ужас. Но при этом это отношение, так сказать, как положено относиться к языку, а жизнь языка продолжается, и все в ней существуют, варятся и говорят, и пишут. Поэтому вот это немножко идеальное представление о гибели языка, оно существует рядом с жизнью, а жизнь продолжается. Так что мне кажется, что, в общем, 30 лет прошло с начала перестройки, и язык доказал, русский, по крайней мере, доказал свою выживаемость. И умение настраиваться на разные времена, на разные коммуникативные сферы, на разные ситуации. Вот в этом, мне кажется, замечательная сущность языка живого, что он выживает в совершенно разных условиях. И связана ли вообще речь и государственное устройство? Отличается ли язык при авторитарном правлении и демократии? Язык существует в разных условиях, и у него есть варианты. Если мы говорим о государстве, то совершенно понятно, что язык подстраивается некоторым образом под государственную власть, под устройство государства, как вы сказали. И с трибуны звучит иначе, чем звучит на кухнях. Вот классический образ советских разговоров – это разговоры на кухне, с одной стороны. А с другой стороны, собственно, даже иногда говорят советский язык о русском языке. Советский язык – это язык трибун, передовиц, это язык речей генеральных секретарей. И это, вообще говоря, очень разные языки. Но это варианты одного и того же русского языка. У языка, существующего в другом государстве, официальный, публичный язык будет другим, конечно же. А вот язык интимного общения, язык частного общения, он есть, вообще говоря, в любом национальном языке. Вот этот вариант. И от государства он зависит в меньшей степени. Ну, разве что он себя может противопоставлять государству, так сказать, отстраивать от него. И есть какие-то показатели, маркеры вот этого своего языка. Скажем, в русском общении отчасти эту функцию брал на себя мат, потому что, значит, свои разговаривают, если с матерком. Так что вот могут быть специальные показатели, если в государстве существует мощное давление на публичный язык, то язык частного общения, он как бы отталкивается от этого публичного, показывает, что он совсем другой. Так что государство, конечно, влияет. Но вообще говоря, влияет все. Влияет религия, влияет технологии. Вот это мы видим сегодня.
Потому что сегодня, я думаю, что влияние технологий, собственно, возникновение интернета и последующие события – это грандиозное влияние на язык, не менее мощное, чем перестройка, чем какие-то социальные изменения последовавшие. Так что влияние оказывает, внешний мир оказывает сильное влияние на язык, но язык его как-то преломляет. Это не то, чтобы такой язык правильное зеркало. Язык такое немножко кривоватое зеркало. Если все-таки возвращаться к политически-историческому пути развития языка, вот в 20 веке наша страна дважды поменяла государственное устройство кардинально, но если после 17 года русский язык изменился и очень сильно, да, то изменился ли он после перестройки? Можно ли сравнить вот эти вот изменения? Да, конечно, я думаю, что изменения были не меньшие. Но у нас нет инструмента измерять больше-меньше, но... Количество твердых знаков в книгах Толстого на полтома. Ну, орфография – это же такое рукотворное дело. Изменить орфографию проще всего. Поэтому это не критерий. В смысле лексики громадные изменения и в начале 20 века, и после перестроечной. Когда я говорю «неизвестно», когда больше изменился, я имею в виду, что в перестроечное время было два таких внешних слома, которые влияли на язык. Это, с одной стороны, перестройка, которая повлияла, вообще говоря, на разные языки. В частности, на языки социалистического лагеря, на языки СССР, распавшегося. Но в это же время был вот как раз тот самый технологический слом, появление интернета. И это все обрушилось на русский язык, и все заставило его меняться. И, конечно, изменения были огромные. Я думаю, что в этом смысле уникальный момент в истории России по количеству и качеству изменений. Но если сравнивать, очень трудно вычленить специфически вот такие изменения языка под влиянием именно социальной трансформации. Но, мне кажется, вполне сопоставимо, потому что эффект ведь первый важный – падение железного занавеса, и хлынуло, соответственно, огромное количество заимствований, что мы ощущаем до сих пор. Английский язык, как язык глобализации, очень сильно влияет на русский, но и не только на русский, но вот до перестройки мы и язык стояли за этим занавесом, и влияние было гораздо слабее. В революцию тоже этот эффект был. Тогда, правда, влияние было не со стороны английского языка, а со стороны, так сказать, интернациональной лексики, потому что заимствовался из разных языков. То, что вот была идея перманентной революции, и была идея некоторого единого языка, витавшая в воздухе. И в этом смысле... Что-то типа революционного эсперанто. Да. И в этом смысле в русский язык отбиралась в основном интернациональная лексика, которая была понятна всем. Так что было немножко другое качество заимствований, но все равно волна заимствований пришла. Так что всегда, когда мы сравниваем разные эпохи и изменения в языке, это вопрос оптики. Что мы хотим увидеть, сходство или, наоборот, различия. Если хотим увидеть сходство, мы их увидим. Если хотим увидеть различия, то мы тоже увидим. Вот пример, который я очень люблю, такой, все построено на нюансах. Некоторые коммуникативные среды способствуют сжатию языка. Вот сегодня это смс-ки. Да? Мы не можем смс-ки писать длинными фразами, сложно подчиненными предложениями, причастными оборотами. Теряем знаки, потому что набирать сложно, и надо коротко выразить мысль. И мы довольно легко теряем и знаки, и даже гласные внутри слова, слово «спс» вместо «спасибо». И если смотреть глубоко назад, то мы увидим, что похожий эффект был в начале 20 века. Его описывает такой замечательный лингвист Сергей Карцевский. Это язык телеграфных сообщений Первой мировой войны. Тоже все сжимается. Но сжимается, то есть сходство очевидно, но сжимается иначе. Сжимается, тогда именно возникают вот чудовищные монстры
аббревиатуры из кусков корней, да, которые в советское время расцвели пышным цветом, но они возникают именно в это время. И если мы вообще вспомним позднейший язык телеграмм, то мы тоже, конечно, сжимали, мы тоже опускали знаки, правда, писали вместо них ТЧК, ЗПТ, и мы легко опускали, скажем, предлоги, слова. Почему? Потому что мы платили за слово. То есть вот это важно, ценность слова была велика. И, соответственно, мы, стараясь экономить, опускали слова. В смс-ках мы слова все-таки не опускаем, а опускаем буквы, знаки внутри текста, сжимая текст знаками, экономя на знаках. Вот эти нюансы тоже определяются, грубо говоря, экономическими причинами. Эффект общий, сходный, это компрессия языковая. Но, собственно, приемы компрессии чуть-чуть отличаются. Ну вот смотрите, в смс-ках мы платили за количество символов. Сейчас все пользуются мессенджерами. Казалось бы, можно было делать слова-то подлиннее и предлоги не выпускать. Но в связи с этой ситуацией у меня вспоминается фильм, один из моих любимых, «Кинзадза». Помните? Там весь язык можно было ограничить 10 словами, и словом «ку» можно было обозначить любое слово. Вот нет ли у вас такое ощущение, что дело уже не в деньгах, а дело в том, что просто язык сжимается? Я норм, я ок. И этим все сказано. Язык всегда сжимается. И всегда разжимается. Замечательно то, что почти всегда есть противоположные тенденции. И то, что происходит сегодня, это совершенно нормальные тенденции. Во-первых, тоже такая вот песня или плач по языку состоит в том, что как мы стали убого писать. Как мы пишем в интернете, я уже даже не говорю про норм, но какие простые предложения, как это все, как лексика, да, лексикон сжался. Но это ведь мы разговариваем, мы не пишем роман, когда мы общаемся в мессенджере или в социальных сетях. Мы не пишем произведения, мы даже не то чтобы рассказываем подробно, выступаем с монологом. Мы общаемся, мы перекидываемся репликами. И устная речь всегда беднее письменной, беднее и лексически, и синтаксически, и короче. И в этом смысле то, что вот сегодня происходит в интернете, это, конечно, процессы устной речи. Выделил, что мы их записываем, формально это письменная речь. Вот это появление некоего нового вида или формы языка, такой устно-письменный, то есть формально письменный, а по сути устный, привело к путанице, потому что те, кто говорит о гибели языка, сравнивает язык нашего общения с великой русской литературой. А сравнивать надо с тем, как разговаривали друг с другом Пушкин, Лермонтов, Толстой и Достоевский. Но они же не я норм говорили. Я уверен, что они что-то такое говорили. Потому что, я уж не говорю о том, что и Достоевский, и Толстой сильно выпадали из, так сказать, нормативности того времени. И Толстой, наоборот, писал слишком длинно. Это, скажем, такой антинорм. Да? У Достоевского были свои проблемы. У Пушкина была в некотором смысле образцовая речь, и даже он этот образец задавал. Но, конечно, устная речь звучала иначе, и тоже были все эти словечки. И это, вообще говоря, общий закон. Чем слово важнее, чем оно чаще встречается, а слово «нормально» встречается довольно часто. Оно стало таким обозначением, то, что в английском говорят «great» или «fine», да, мы говорим «нормально». И такие слова сокращаются. Если слово становится важным, люди, которые на «ты» с компьютером, они говорят «комп», а не «компьютер». И это нормальная вещь. Чем важнее вещь, чем чаще о ней мы говорим, и тем нам хочется говорить короче о ней. Но, к сожалению, так сложилось, что все важные короткие слова уже заняты. И поэтому приходится сокращать вот эти вот новые длинные слова. Это такой вечный процесс. Потом придут другие слова, и мы их будем сокращать, а эти уже нам не понадобятся. Так что это процессы очень важные, потому что язык основывается на некоторых наших ключевых свойствах, одно из которых – лень.
Нам лень говорить долго. И чем важнее тема, тем короче слова, которые мы используем. Потому что мы эти слова используем часто. Ну, слова словами, а как относиться к смайликам? Я не могу не привести цитату из Набокова. Мне часто приходит на ум, что надо придумать какой-нибудь типографический знак, обозначающий улыбку, какую-нибудь закорючку или упавшую навзничь скобку. Как вы думаете, если бы Набоков увидел то, с какой интенсивностью мы пользуемся скобочками и всякими знаками, не взял бы он свои слова обратно? Мы же заменяем ими речь. Но Набоков был эстет и большой оригинал. И, конечно, если бы он увидел, как часто пользуются смайликами, он бы придумал что-то другое. Но идея смайлика появлялась не только у Набокова. Есть такой замечательный, был такой замечательный писатель американский Амброс Бирс, который использовал действительно некое подобие смайликов. Набоков упоминает о них в интервью. А Амброс Бирс просто включил эти значки в один из своих рассказов. То есть потребность в изобразительности, в оживлении текста, она была. Но она резко усилилась как раз тогда, когда мы стали разговаривать письменно. Собственно, это вот следствие от того, о чем я сказал. Когда мы стали говорить не вот так, как мы с вами сидим и разговариваем, а вот возьмите телефон, я возьму телефон, и мы в мессенджере будем проводить интервью. Но вполне, по-моему, ситуация для сегодняшнего дня обычная, и там кто-то будет следить за нашими переговорами, да, не в мессенджере, а в социальных сетях, скажем. Кто-то будет за этим следить, писать, ну, как в Ютубе, да, комментарии, что-то еще. Совершенно нормально. И в этой ситуации оказалось, что традиционная письменная речь, культивируемая веками, она слишком сухая. Она не для этого была предназначена, не для разговора, не для диалога. Она предназначена для длинных монологов, для нарративов, то есть рассказов о чем-то. А когда выяснилось, что мы этим разговариваем, с помощью этого разговариваем, то оказалось, что это слишком сухо. Вот я специально сделал несколько красивых движений руками или там продемонстрировал улыбку. Вот этого всего не хватает в письменной речи. И возникла потребность компенсировать. Собственно, такая простейшая компенсация и великое изобретение человечества – это смайлики. Революция в языке? Ну, определенным образом, да, революция, потому что смайлики совмещают сразу несколько функций, используются довольно по-разному. Вот здесь я употреблю научное слово «кодификация». Они не кодифицированы. Мы используем их, мы не можем прочитать, как надо использовать смайлики. Мы просто смотрим, как они используются, и начинаем что-то вот такое делать. Иногда придумываем что-то свое. Смайлики используются, с одной стороны, как мимика, с другой стороны, как знаки препинания, которые тоже отчасти коррелируют с мимикой, с интонацией, как интонация. И еще по-разному. То есть там можно писать настроение такое и продемонстрировать смайлик. Но вот очень интересно, как смайлики, например, взаимодействуют со знаками препинания. Это же другой объект, у него другая функция. Но смайлики нахально вытесняют, скажем, точку. Если я ставлю в конце рожицу, то точка уже не нужна. Если я ставлю даже такой редуцированный смайлик, скобочки, там 10 скобочек, точка не нужна. Вот это, вообще говоря, тоже некоторая мини-революция, если хотите, потому что нормально было написать без смайлика. Если я испытывал какой-нибудь восторг, я вставлял смайлик, предположим. А здесь уже нормой является наличие смайлика, а его отсутствие вызывает некоторую реакцию. Вопросы. Да. Более того, ведь то же самое сейчас с точкой. Если ты присылаешь сообщение, которое оканчивается точкой, то человек недоволен. Недоволен, или это торжественная ситуация. То есть вот мы болтали, разговор был без всяких точек, а вот я ставлю точку, значит, сейчас что-то пойдет серьезное. То есть опять точка перестала быть нейтральной и становится маркированной. Мы вчитываем в точку некоторые эмоции, некоторые смыслы. Это очень интересно, это вот такие мини-революции, потому что, собственно, нейтральность чрезвычайно важна для нашего общения. У нас очень много по умолчанию. А некоторые знаки, которые по умолчанию, скажем, ставились, точка, вдруг оказываются нагруженными смыслом. Так что такого рода революций в языке произошло очень много, таких мини-революций. И они не всегда заметны, не всегда ощущаются, но они произошли. И это новое пространство нас подвигло, и вот это главная мысль, которую я все время повторяю, то, что мы стали общаться
другим способом. Мы стали общаться с помощью буквок, а не с помощью звуков. Вы как ученый наблюдаете за изменением языка, фиксируете их, но немножечко со стороны. Есть ли что-то в современном языке, что вас бесит и раздражает? Какие-то тенденции? Слова? Ну, конечно. Что вас вот это раздражает? слово «бесит» меня раздражает. Оно стало чрезвычайно популярным. И это стало просто в социальных сетях. Обязательно появляется пост «Как меня бесит», и дальше идет, значит, вот, что бесит, и в частности язык. И я даже специально классифицировал такие конфликты, которые вызываются языком. То есть источник бешенства и конфликта язык. Есть очень интересные разновидности конфликтов, но в частности конфликты стилистические, когда бесит какое-нибудь слово типа «кушать», употребленное по отношению к себе, бесит уменьшительные слова, пироженка, печалька, да. И иногда бесит там приветствие, интернет-приветствие, доброго времени суток. Вот, изучая набор слов, который бесит, мы можем сделать какие-то выводы довольно любопытные о социальных спорах внутри общества или социальных конфликтах. Потому что, на самом деле, ненавидят или вот бесятся не от слов, а от социального типа, который стоит за этим словом. Ну вот слово «кушать», например, да, оно, вообще говоря, просторечное. Ничего плохого в нем нет. Оно действительно такое домашнее очень. И поэтому, когда хозяйка говорит: дорогие гости, давайте кушать, то вроде бы ничего плохого нет. Откуда ненависть? Это ненависть образованного человека к необразованному. Просторечие, собственно, это речь не очень образованных людей. И это вот битва внутри нашей большой культуры, битва высокой и низкой культуры, битва. Образованные люди вообще в нашей культуре довольно пренебрежительно относятся к необразованным. И всячески это подчеркивают, а подчеркнуть это легче всего, поймав другого человека на какой-то языковой не ошибке, а на языковом отличии. Вот это отличие объявляется главным врагом. А на самом деле, конечно, это социальные отношения. То же самое, скажем, ну не то же самое, но тоже социальное, а не, собственно, языковое. Ненависть к слову «доброго времени суток». Что это? Откуда? Почему ненависть? Ну, придумал кто-то шутку такую, там, обосновал это тем, что получатель находится в разном часовом поясе, да, рассылка. И вот говорить надо не «добрый день» или «добрый вечер», а «доброго времени суток». Ну, скорее как шутка, ну, смешная, не смешная. Трудно разобраться. Но дальше это привелось и стало таким знаком обитателей интернета. Когда их было мало, вот они противостояли всем прочим людям. И вот за этим добрым временем суток стоит действительно какой-то такой образ дремучего сисадмина, который шутит якобы оттуда. И вот его образ ненавистен, ну, современному, скажем, юзеру. Потому что сегодня, конечно, уже никакого различия между обитателями интернета и прочими людьми нет. Все вошли в интернет. И раньше ведь придумали даже специальное название для жителей интернета. Там говорили сетинавты, сетяне. В общем, были какие-то образы то инопланетян, пришедших к нам, то, наоборот, землян, живущих в сети. Сегодня нет, сегодня все в сети, собственно, никаких границ нет. Но вот эта ненависть к тому образу, она сохранилась. И сегодня я всегда в аудитории спрашиваю, кто ненавидит или кого бесит. Доброго времени суток поднимается там половина рук, а кто так приветствует, поднимается другая половина рук, ну или чуть меньше. Вот это языковые противопоставления, которые на самом деле в нашем обществе являются такими пометами социальных типов. Не классов, все-таки это слишком пафосно, а именно таких типов, небольших иногда типчиков. Но вот эта ненависть к словам, за ней на самом деле стоит попытка возвыситься за счет другого типа. Но можно что-то сказать о человеке, о его характере, о его там социальном статусе по тому, какие слова он употребляет и что его бесит. Вот позвольте, я поделюсь
своей ненавистью. Я Да. ненавижу, когда заменяют предлог «из» предлогом «с». С магазина из Москвы Да, это да. просто выводит меня из себя. Что происходит, во-первых, что можно сказать обо мне, исходя из этой ненависти, и вообще, что происходит с предлогами? Зачем менять? Ну, не зачем, это просто некоторое диалектное отличие. Ну, как раньше говорили, это там южно-русский диалект. Да, это все не очень точно, конечно. Но это такое тоже просторечие. Приехавшие из деревни, из провинции в большие города так говорили. И вообще-то это первоначально, конечно, не любовь, ненависть, ну, ненависть все-таки в кавычках, да, ненависть к понаехавшим, вот к чужакам, которые приехали в город и говорят иначе, да. Так что это очень простое чувство. Это я часто читал вот такого рода замечания в обрамлении там, мы петербуржцы или мы москвичи. Но москвичи все-таки меньше кичатся своим языком, потому что Москва уж совсем мегаполис, и здесь такая адская смесь языковая. В Петербурге все-таки больше культивировали петербургский вариант русского языка, и в этом смысле вот в контексте Петербурга это звучит лучше. И я не помню, кто-то из писателей, по-моему, рассказывал что-то в духе, вот когда мне позвонили и сказали, я с Петербурга, ну, там я сразу понял, что нет. Так что вот это вполне четкий показатель. И здесь я вообще хочу сказать, что мы должны любить и обожать, говоря тоже современным языком, неправильности, отклонения, потому что это же неправильность гораздо содержательнее, чем правильность. Когда мы сидим друг с другом, правильно разговариваем, что про нас можно сказать? Что у нас правильная речь, ну, мы достигли определенного уровня образованности, мы овладели литературной нормой, и вот мы нормально разговариваем. А неправильность нам сообщает гораздо больше. Неправильность может сообщить нам какие-то сведения о месте рождения. Ну, для русского это не очень характерно, но, скажем, Бернард Шоу, создавая профессора Хиггинса, героя Пигмалиона, он, собственно, создавал лингвиста, фонетиста, который определял место рождения, место службы в армии по особенностям речи. Язык кокни, да? Да, ну, в том числе язык кокни, да. Потому что если вы овладели оксфордской нормой, ну, вот что, ну, прекрасно, вы достигли определенного уровня общественной иерархии, но больше о вас ничего не скажешь. А вот если кокни, то, значит, уже можно сказать, где вы там в Лондоне работаете, чем вы заняты. Социальные вещи, пол, ну и многое-многое другое, можно сказать, по, так сказать, ошибках. Это на самом деле не ошибки, это варианты языка. Поэтому ненормативность чрезвычайно полезная и интересная вещь. И когда мы поправляем собеседника, то мы пытаемся уничтожить очень важные особенности его. Ведь язык нас в каком-то смысле выдает наши неправильности, наши особенности, говорят о нас. Так может, норма-то уже не нужна? Может, запишем звонить как норму? В этом смысле и норма примем? как раз нужна, потому что неправильности рассматриваются относительно нормы. И это принципиально, потому что просто не надо норму делать священной коровой. Норма – это очень важная вещь, но она существует в ситуации вариативности или вариантности, как говорят лингвисты. Вариативности. Есть несколько вариантов, и мы выбираем один как правильный, а другие варианты объявляем неправильными. И они существуют. То есть нормы не будет, если не будет некого набора неправильностей. Поэтому норма очень важна. Но надо понимать, что остальное не надо уничтожать. То, что вокруг нормы, то, что делает один вариант правильным, это вопрос договоренности. Это очень важно, потому что ведь сегодняшний разговор о норме – это очень напряженный, иногда болезненный разговор, если мы уходим за пределы языка. Но, вообще говоря, норма – это то, что мы договорились считать нормой из некоего разнообразия. Ну, например, это может быть часто встречаемый случай.
В языке так бывает часто, но как раз вы упомянули ударение в глаголе «звонит», «звонит», да, которое частое, может быть, даже более часто, чем правильное ударение, но мы объявили правильным все-таки ударение «звонит». И держимся за него двумя руками и считаем это таким критерием для определения образованности, интеллигентности человека. Так что норма полезна и продолжает быть полезной, но действительно отношение к ней довольно сильно изменилось в течение 20 века. Но ведь норма меняется, и язык живой. И скажите, вы вот видите такую ситуацию, что звонит становится нормой, или какие-то с Москвы и с магазина тоже становятся, ну уж по крайней мере не литературной, но по крайней мере не считаются ошибочной? Но здесь все очень просто. Примеры типа «звонит» существует, я могу вам привести там десяток примеров, где перетяжка ударения, перетягивание ударения с окончания на корень произошли. Но обычно там приводят глагол типа «курит», «дарит», «варит». Да так уже не говорят. Все говорят «курит», «дарит», «варит». Произошло. Вот вам пример, когда все изменилось. На наших глазах это происходит с глаголом «включить», потому что я все-таки говорю «включит», и перенос ударения мне режет ухо. Но сегодня большинство людей, особенно помоложе, говорят «включит». И что с этим делать? Ну, вот словари, по-моему, уже фиксируют какие-то эту норму, это ударение как возможное. Почему мы так вцепились в «звонит»? Ну, вот почему-то этот глагол стал показательным. Поэтому здесь мы не допустим переноса. Это условность. Можно было бы вцепиться в «включит», а всем говорить «звонит» и забыть об этом глаголе, как примере. Но мы вцепились в это. Таких примеров, в которые мы вцепились, как показатели образованности, правильности речи, их на пальцах одной руки или максимум двух. Еще один знаменитейший пример – это «надеть, одеть». Но все уже давно путают «надеть» и «одеть». То есть путают в каком смысле? Глагол «одеть» вытесняет… Да, нет, знаменитый мнемонический прием – одеть надежду, надеть одежду. Да? То есть человека одевают, а одежду, очки надевают. Но если мы последим за реальной речью, в том числе за речью образованных людей, глагол «одеть» вытесняет глагол «надеть». Глагол «надеть» уже не очень нужен. Все время говорят «одеть». Если мы вспомним, скажем, о похожем глаголе, только не про одежду, а про обувь, то там никакого «набудь» не существует. Там есть только «обуть», и нам его хватает. И примерно то же самое происходит с «одеть». Но этот пример все равно тоже эталонный. И до сих пор, не знаю, какой-нибудь комментатор языка в канале, в специальном канале, посвященном языковым неграмотностям, ловит какого-нибудь диктора радио и телевидения и говорит: а вот он сказал «одеть» вместо «надеть». То есть есть некие эталонные примеры, которые продолжают обсуждаться, но это какая-то такая бессмысленная беседа, потому что их действительно 5 штук. И что? Мы действительно так определяем образованного человека. Но, по крайней мере, вот эти примеры препятствуют резкому переходу, я бы сказал так, препятствуют естественным процессам языка. Поэтому на ваш вопрос я могу сказать так. Все глаголы, в которых это происходит, поменяют ударение. Кроме глагола «звонит», который мы не отдадим врагу. Такой вот наш любимый. Наш Невский пятачок. Вы заговорили по поводу того, что там ловят в средствах массовой информации. Очередного диктора. Таких очень много стало каналов. Да. Не чувствуете ли вы, что сейчас существует некий редакторский кризис в средствах массовой информации? Ошибки пропускаются и в титрах, и в словах, а еще в советское время за такие ошибки могли и уволить с позором. Да, существует. Это печально или с этим надо как-то смириться и не обращать внимания? В профессиональной сфере, на мой взгляд, это печально. То есть этого можно было бы избежать. По крайней мере, в письменной речи, когда ошибки в титрах, когда ошибки в объявлениях. Это действительно раздражает. Меня в том числе бесит, как мы с вами договорились. Но это, с одной стороны, неизбежно, потому что мы стали гораздо больше общаться письменно. И, собственно, править нашу письменную речь
в тех же мессенджерах и в социальных сетях, никто не будет к нам. К нам ведь не представлены корректоры и редакторы устной речи. Мы говорим, как говорим. Кто-то получше, кто-то похуже. К чему это приводит? Мы не становимся неграмотнее, но мы привыкаем к возможности ошибки. Если в советское время существовал огромный стыд ошибки в письме, то сегодня этот стыд стерт. И поэтому, я вижу ошибку в объявлении, посмеюсь. Более радикальные люди предлагают время от времени организовать лингвистическую полицию или что-то такое в этом роде. Можно предложить, наверное, лингвистические погранвойска, чтобы грамотных людей отделить от неграмотных. Но в результате в обществе отношение к таким людям скорее ироническое. Такой путь прошли так называемые граммар-нации, которые сегодня рассматриваются скорее как тролли, разрушители коммуникации. Он пришел опять мне рассказывать, что я пропустил мягкий знак в глаголе на «ца». А я говорю о серьезных вещах, и пусть он идет дальше. Так что сегодня престиж такой грамотности, он снизился. Сегодня письменная речь настолько обыденна, что важнее говорить и писать, писать содержательно, это важнее, чем писать правильно. Это касается только русского языка или... Нет, это касается всех тех языков, которые используются в интернете, то есть всех больших языков. Потому что, опять, что очень важно, что произошло, мы про это говорили, что является нейтральным. Всегда была нейтральной, обыденной устная речь, а письменная речь – это нечто высокое. Отсюда мучение поэта или писателя перед белым листом бумаги. Написать трудно. Сегодня говорить трудно, а писать легко. Обыденной стала письменная речь. Сегодня я думаю, прежде чем позвонить кому-то, я скорее нет, я пытаюсь все равно жить по-старому, хотя это уже трудно. Но там совершенно очевидно, что студент мне уже не звонит никакой. В лучшем случае мне напишут что-то. В лучшем случае мне напишут с вопросом, можно ли мне позвонить. А скорее всего просто перейдут на письменную речь. Устная речь стала чем-то высоким, трудным, то есть требующим, скажем, от отрыва человека от его дел. А письменная речь – это нечто расхожее, обыденное. Звонить неудобно. Звонить неудобно, конечно. О звонке надо спрашивать разрешение письменно. То есть письменная речь обыденная, нейтральная, а устная речь, требующая договоренности, требующая особой ситуации. Мир перевернулся в этом смысле. Это гораздо более радикальный переворот, чем с точкой, то, что мы обсуждали. Но механизм тот же самый. То, что было нейтральным, становится маркированным. То, что было маркированным, становится нейтральным. И это, конечно, переворот чрезвычайно важный. Удивительный момент. Сейчас голосовые сообщения. По сути дела, это же тоже разговор. Они набирают безумную популярность. И многих очень бесит, что им вместо того, чтобы набрать текст, присылают голосовое сообщение. Ты мог бы позвонить или в конце концов написать. Как можно объяснить вот это? Я думаю, что мы существуем в ситуации конкуренции устной и письменной речи. Поле битвы. Поле битвы, да, именно поле битвы. И возникают все время разные формы, и письменной, и устной. Если мы говорим, скажем, о моде, то сегодня чрезвычайная мода на подкасты. Это пример нового рывка устной речи. Хотя, казалось бы, что такого? Обычное, в принципе, радиоинтервью. Да. И проще прочесть его, чем тратить время. Все-таки устно слушать дольше. Пробежал глазами, и все. Но нет, появляются какие-то моменты времени, в которые мы не заняты, в которые мы не можем читать, но можем слушать. Это пробки, например, московские или пробки больших городов. И человек структурирует время таким образом. Он слушает либо аудиокниги, либо подкасты. Появляется что-то, что способствует расцвету именно устного жанра. Лень? Нет, я думаю, что эти именно такие локальные места, временные паузы, в которые у нас глаза заняты, а ухо свободно.
Трудно сказать. Ну, Но разве не стали меньше читать просто? нет, читать, конечно, стали меньше книги, но читать стали больше, потому что люди все время читают. Если мы говорим о чтении вообще, то читают больше. Если мы говорим о чтении романов, то, наверное, читают меньше. Но, смотрите, вот мы в машине, да, глаза прикованы к дороге, уши свободны. Мы в фитнес-зале. Там глаза на что-то смотрят, фиксируют, уши свободны, и либо люди слушают музыку, либо слушают вот эти подкасты или что угодно, устные. То есть, действительно, сегодня мы находимся на этом поле битвы, где в битве участвуют, с одной стороны, устная и письменная речь, а с другой стороны, технологии, которые выталкивают то устную, то письменную речь вперед. Вот придумали новое какое-то технологическое устройство, и оно способствует рывку устной речи. Придумали что-то новое, способствует рывку письменной речи. Но вот сегодня вот очень интересно, что одновременно модные подкасты, то есть нагрузка именно на ухо, и каналы, YouTube-каналы, которые нагружают и глаза, и ухо, и этот новый расцвет, ну, если хотите, телевидение, да, телевидение немножко уходит в тень, но возникает замена. Так что мы сегодня очень сильно зависим от технологий, и то, что нам подсовывают в любом масштабе, то есть вот от возможности слушать голосовые сообщения или подкасты до возможности поставить смайлик, потому что там, если где-то есть смайлик, то мы его используем, скорее всего. Если где-то его нет, то мы можем заменять его скобочками, но все равно вот технологии нам подсовывают новый способ общения, новый символ, новый способ и так далее. И вот эта зависимость общества от выдумки чьей, технологов, программистов, не знаю, как их назвать, сегодня очень ощутимо. И язык находится в этом поле. Он тоже зависим от технологий. Не могу не задать вопрос, наверняка вам его частенько задают в интервью. Мы заговорили о культурной ценности. Табуированная лексика. Да. Часто можно услышать, что русская интеллигенция и мат неотделимы. Как вы относитесь к матершине? Это засорение речи или, наоборот, еще поле для деятельности? Это и засорение речи, и поле для деятельности. Я думаю, что здесь это бессмысленно противопоставлять. Ну, первое. Брань совершенно необходима для нашего общения и для нашего в широком смысле слова. Брань существует не только в русском языке, а во всех больших языках она существует. Но не такая же, как у нас. У нас же целые словари. А дальше вопрос степени табуированности этой брани. В некоторых языках брань табуирована сильно, то есть запреты довольно сильные, и эта брань считается более грубой, более резкой и более, ну вот здесь трудно подобрать правильное слово, более эффективной и интересной. То есть я все время пытаюсь показывать и отрицательные, и положительные свойства табуированной брани. Потому что, собственно, произнесение бранного слова, если оно табуировано слабо, это, ну, произнес. Если же я произношу сильно табуированное слово, то как бы высвобождается некоторая энергия. Я нарушил запрет, но ради чего? Вот ради чего-то. Ну, в советское время, когда в образованной среде все-таки табу были довольно сильные, в городской образованной, скажем, это было прекрасной концовкой анекдота, да, потому что выплескивается эта энергия, и вместе с концовкой производит сильное впечатление на слушателя. В первое время, когда эти табу начали расшатываться в 90-е годы, скажем, появление, произнесения бранного слова на сцене было очень сильным художественным приемом, потому что это оказывало впечатление на слушателей, на зрителей. И какие-то первые, там, не знаю, как спектакль по «Пластилин», где персонажи говорили вот таким образом, это действительно производило сильнейшее впечатление, как, наверное, в свое время производили впечатление пьесы Островского, да, вот когда тоже такое просторечие выплеснулось в публичное пространство. Но дальше, по мере употребления бранной речи в ситуациях, где она раньше не употреблялась, по мере
расшатывания табу, изменяется статус мата. И, собственно, происходит примерно то, что произошло с грубой бранной лексикой в английском, немецком, французском языках. Ну, может быть, в французском меньше, но в английском, немецком точно произошло. Когда все грубые, сильно табуированные слова стали табуированы, они остались табуированными, но слабо табуированными. Ну, вот, английское, не будем его произносить, все-таки... F-word. Да, F-word. Сегодня очень слабо табуировано, в отличие от, скажем, N-word. Но вот меня в свое время поразил 5-минутный эпизод из сериала «Прослушка» американского, где 2 полицейских приходят на место преступления и разговаривают подробно о этом месте преступления, используя только один корень, вот этот самый F-word. И все понятно, они общаются, действительно, поговорили. Ну, в принципе, мы можем также представить себе, как 2 полицейских общаются, но только, скорее всего, используя другой корень, скорее B-word, или B-слово. Но это вот такая вполне понятной ситуация. Но для английского это возможно в фильме. Я думаю, что в русском фильме пока это слишком радикально. То есть мы еще не дошли до такой слабой степени табуирования этих слов, но по сравнению с 80-ми годами, конечно, это сильно расшатано и в публичном пространстве, и в пространстве частном особенно. То есть, ну, я приведу один, наверное, критерий, как мне кажется, очень важный. В городских образованных семьях в советское время мат в семье все-таки не использовался в разговорах с детьми. В разных семьях по-разному взрослые между собой разговаривали, но с детьми все-таки мат не использовался. Сегодня я знаю вполне образованные, я бы даже использовал прилагательно интеллигентные семьи, где довольно свободно с детьми используются эти матерные слова. Это радикальное изменение. Меня поразило другое. Я всегда был уверен в том, что есть 5 корней основных матерных, и есть еще несколько корней, 400. По некоторым подсчетам, может быть, 5 корней редких, но вот 5 основных. Но Роскомнадзор принял решение о запрете 4 корней. И 5-й корень, назовем его M-word, стал свободно употребляться. И я слышу и в фильмах, и в спектаклях Песни недавно выпустили. Да. Борис Борисович. Но Борис Борисович позволял себе и другие слова использовать. Да. Недавно он, соответственно, у него была замечательная песня с другим корнем. Но это слово стало встречаться, то есть оно перестало ощущаться как матерное. Это очень любопытно, потому что я считаю, что власть имеет довольно небольшую власть над языком, но в данном случае просто решение Роскомнадзора практически перевернуло восприятие вот этого 5-го матерного слова, и я даже полистал Википедию, и в Википедии 4 корня рассматриваются как матерные. Это чрезвычайно интересно, как поменялось восприятие. Но ваше восприятие не поменялось, вы все равно не Для меня оно употребляете? абсолютно матерное, да. Вот этот 5-й корень, да, связанный, соответственно, с мужским половым органом, да. Но действительно, что изменилось радикально, опять же, мы сегодня говорим о революциях и мини-революциях, что в аудитории это слово возможно, но когда мы, скажем, обсуждаем какие-то проблемы, и там по делу надо использовать матерное слово, как пример, то студенты, не задумываясь и без стеснения его произносят. Ну, вот представить себе, что студент произнесет даже уже после перестройки лет 10 назад в аудитории это слово, я не мог. Сегодня я реагирую, стараюсь держать себя в руках спокойно. Но это действительно некое для меня такое радикальное изменение. Вот по поводу образования и вообще молодежи, как вы относитесь к замене сочинения единым государственным экзаменом? И у меня еще один вопрос. Вы помните, какого цвета глаза у Наташи Ростовой? Нет, конечно. А этот вопрос и есть в ЕГЭ по литературе. Да, я не сдал бы ЕГЭ по литературе, тут нет сомнений. Дело в том, что приложил к этому руку странным образом. Я в 90-е годы написал несколько статей о, использую такое, может быть, резкое слово, никчемности сочинения в той форме, в которой оно дожило до 90-х годов.
это была профанация экзамена. То есть школьники писали выпускное сочинение, и потом абитуриенты писали впускное сочинение, которое определяли их судьбу. И вот, собственно, этот факт использования вполне разумного инструмента написания там, текста по поводу чего-то, сочинения, эссе, неважно, как это называть, оно привело к тому, что школьников стали натаскивать на эти сочинения. Появилось безумное количество брошюрок под названием «100 золотых сочинений», 200 серебряных, 150 платиновых. То есть появились некие стандартные клишированные образцы, которые, собственно, сочинение, так сказать, на четверку. Лучше не выпендриваться и не писать то, что ты думаешь о Наташе Ростовой, а лучше написать под копирку некий текст и получить не пятерку, но и не тройку, а получить четверку. Они изжили себя. Это не значит, что к ним нельзя вернуться через какое-то время, потому что дальше началось натаскивание на ЕГЭ. И, собственно, везде ЕГЭ или подобного рода экзамены используются следующим образом. Раз там, в 5 лет, скажем, меняется, иногда радикально, иногда не радикально, меняется система экзамена. Например, вводится сочинение. В этом смысле то, что сейчас происходит, не вызывает у меня такого отторжения, как у многих, потому что действительно сейчас ввели сочинение. Ничего страшного, ввели, пусть будет. Другое дело, что проверяющие всегда хотят четких инструкций. То есть, собственно, возникновение клише обязано проверяющим. Им нужно опираться на что-то. И когда начинают придумывать, что обязательно должно быть там в этом коротеньком эссе, чтобы его удовлетворительно оценить, это вот первый шаг к гибели этого жанра, ну, по крайней мере, временной гибели. Потому что начинается профанация. Вот изначально эссе – свободный жанр. Что хочу, то и напишу. Но когда оказывается, что в эссе обязательно должно быть что-то, то же самое раскрытие темы, что-то, то все. Смысл эссе теряется, возникает стереотип. Через некоторое время репетиторы и учителя начинают учить этому стереотипу, проверяющие, значит, его ловят. И тогда, собственно, это сводится к некоторому определению достаточной прилежности ученика. Он усвоил, что здесь нужно вставить то-то, или не усвоил. Смысл размышления и оценки размышления исчезает. Так что я думаю, что сам факт использования какого-то осмысленного письменного действия в качестве экзамена приводит к обессмысливанию этого действия через несколько лет. Ну что ж, на такой философской ноте заканчиваем наше интервью. Спасибо вам большое. Спасибо. Сегодня в гостях у программы «Час пик» был лингвист, доктор филологических наук Максим Анисимович Крангаус. Спасибо. Спасибо.